Привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на нашем канале «Мы в Испании». Сегодня тема ролика, наверное, вы прочитали, как она называется. Вы в Испании и вы миллионер. То есть многие считают, что все переехавшие в Испанию обязательно становятся миллионерами или уже миллионерами переезжают в Испанию. Так ли это или нет? Давайте порассуждаем. Ну, а я вам скажу свое мнение на этот счет, как обычно. Часто я слышу от некоторых своих родственников именно такое высказывание, что вы миллионеры, вы переехали в Испанию, и у вас там все хорошо, и вы обязаны за все платить, нести все финансовые какие-то обязательства, затраты. Такое часто возникает, поэтому мне захотелось на эту тему порассуждать. Первое, я хотела сказать, что Испания – это не самая богатая страна в мире, и сюда приезжают не обязательно все суперсостоятельные люди. Конечно, есть Марбелья, где много миллионеров, наверное, ну, как всем кажется, да. Есть разные люди, но в основном вот нам известны люди, которые приезжают, это средний класс, и очень многие люди работают сами, конечно же, и строителями, и убирают дома, и там нянчатся с детьми, и занимаются в хардонериях, и официантами работают, многие студенты. То есть люди приезжают сюда и работать в том числе. Я не знаю прямо, что толпы вот миллионеров сидят здесь, и все, которые в Испании, все становятся миллионеры, они могут тащить на себе все финансовые обязательства всех семей. Но вот мои родственники есть, одни такие родственники, которые рассуждают именно так, что в Испанию могут позволить приехать себе только миллионеры. Вот как вы думаете, дорогие друзья, пишите. Я уверена, что многие люди занимаются здесь разными профессиями. Есть врачи, есть учителя. И это сложный путь, очень серьезный и затратный. Мы действительно тратили деньги на ВНЖ. Но я не могу сказать, что прямо вот все сидят и вся страна богатая. То есть сама по себе страна, она считается в Евросоюзе не самой богатой. Поэтому вот, у многих складывается такое впечатление. Видимо, может быть, раньше какая-то миграция была или что-то. Но в начале нулевых поехала интеллигенция именно переезжать сюда. Поэтому я не скажу, что прямо здесь миллионеры на всех улицах. И у всех разное жилье. Конечно же, не все живут на виллах. У нас, например, тоже квартира. Вот. Но и суть хотела я вам сказать не в этом. Нам говорят, вы богатые. Да, дорогие друзья, мы действительно богатые. Мы богаты внутренним содержанием. И я думаю, многие люди со мной согласятся, что богатство человека – это внутри, это в душе, в голове, это знания, это языки, это путешествия, это изучение новой культуры, общение с новыми людьми, знакомство. И, конечно, то, что вы впитываете, то, чем вы делитесь с другими, доброта, щедрость, взаимопонимание, вот именно это и есть. Именно этим действительно и богаты. Ну и что же, в преддверии Нового года я вам хочу сказать, дорогие друзья, что действительно надо быть богатыми душой, знаниями, мыслями и быть щедрыми, отзывчивыми, с взаимопониманием, с выручкой, наверное, с добротой. И именно вот этим, и мне хочется, чтобы пожелать вам, чтобы в Новом году вы были именно этим богаты. А в наше время для многих людей, к сожалению, становятся деньги, вот власть, богатство, вот это основное, то, к чему они стремятся, алчность. И для них это богатство. Люди забывают про духовное, про что-то, про душевные чувства, про доброту. И пытаются, конечно же, иногда не сами зарабатывать деньги, но пытаются как-то делить чужое имущество или что-то в этом роде. Особенно родственники часто вот начинают какие-то баталии из-за вы заработали, где, что, давайте делиться или что-то такое, ищут какие-то доли. Не будьте такими, дорогие друзья. В Новый год входите с чистой совестью, с пониманием, будьте богаты именно знаниями, навыками, добротой, путешествуйте, узнавайте новое, общайтесь с людьми и сохраняйте в себе самое лучшее, доброе, светлое, что есть в нас, в людях, живущих на этой замечательной планете. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Встретимся вновь на нашем канале в новых наших роликах в Новом году. С наступающим вас праздником. Будьте здоровы и успешны, удачливы и богатые. Но богатые прежде всего знаниями и своими хорошими, самыми качествами лучшими. Все, всем удачи, добра. Мы пошли на концерт симфонической музыки. Все, чао, адьос, амигос.